Всем привет! Saturn модуль — это компактная заточная система, которая буквально помещается в карман, может отправиться с вами куда угодно, на рыбалку, в путешествие или на дачу, не требует никаких инструментов для работы с ней и при этом дает практически весь спектр возможностей по профессиональной заточке. Ну и, конечно, не занимает много места дома. Главное изменение после тестовой версии — это материал. Теперь, за исключением нескольких деталей, точилка вся изготавливается из металла. Сплав 7075 — один из самых прочных алюминиевых сплавов. Стоимость изменилась соответственно, но ощущение от полностью металлической точилки в руке не сравнить с ощущениями от пластика. Зажимы ручные, они перешли от большой точилки практически без изменений. Все манипуляции с ней могут выполняться исключительно вручную, без ключей и отверток. В губках сделаны выборки под крепление дополнительных насадок и изменилась геометрия сферических втулок. Теперь при случайном раскручивании они не выпадают из зажима. Это довольно полезно при работе с точилкой где-нибудь на природе. Также стрелочками указано направление сжатия. Поворотный механизм простой, V-образные вырезы в хвостовике зажима входят в зацепление с цилиндрическими штифтами в корпусе. Пружина поворотного узла находится внутри корпуса, натяжение пружины не регулируется. Между гайкой и пружиной установлен упорный подшипник для более комфортного вращения, а для предотвращения раскручивания в валу стоит контрвинт и гайка с левой резьбой. На корпусе мачты нанесена разметка для приблизительного выставления угла заточки. Диапазон регулировки от 15 до 24 градусов. Напротив отметки 20 градусов есть отверстие, в которое можно установить маленькую третьевую колбочку. Рукоятка регулировки угла расположена справа, на ней также присутствует шкала, и поворот на одно деление поднимает мачту на 0,2 градуса. Рейка и шестерни косозубые для более плавного и точного перемещения изготавливаются из полиамида, по-нашему капролон. Направляющая металлическая, в нижней части находится риска для выставления угла. Стопор фиксации мачты расположен слева. Для установки мачты нужно нажать до упора кнопку на корпусе и повернуть мачту на 90 градусов до щелчка. Коническая поверхность на кнопке упирается в цилиндрический паз мачты, это исключает люфт и не дает конструкции складываться самопроизвольно. В сложном состоянии выборка под кнопку больше, чтобы пружина кнопки находилась в расслабленном состоянии во время хранения и меньше просаживалась со временем. Шарнир на двух подшипниках может вращаться на 360 градусов в горизонтальной плоскости. В нижней части сделаны небольшие выборки, чтобы не задевать направляющие при максимальном угле заточки. Узел скольжения держится на двух установочных винтах с цапфой. Для более комфортной работы с точилкой за столом в корпусе есть раскладной упор. Для него не предусмотрено никакой специальной фиксации, открытое и закрытое положение удерживается за счет силы трения. Угол наклона при раскрытом упоре 30 градусов, это позволяет переворачивать зажим с клинком до 10 см, не отрывая точилку от стола. Подставка для точилки пока еще в работе, для крепления к ней в будущем предусмотрено отверстие с резьбой М6 в нижней части корпуса. Держатель абразива. Предполагается использование абразива 25 на 150 мм на алюминиевых бланках, но можно использовать и любые другие, не превышающие 160 мм по длине. 25 на 150 мм – это формат Apex, наверное, самый распространенный среди камней для ручных заточных устройств, и выбор абразивов под эти размеры очень большой. Ближний зажим с рукояткой может передвигаться по направляющей, длина в сложном состоянии 20 см. Утончения на обоих зажимах сделаны для более комфортной работы с узкими камнями. Рабочая направляющая 6 мм, может убираться в направляющую зажимов, материал алюминий. Для регулировки компенсации толщины абразива в дальнем зажиме сделан эксцентрик. Ослабляем фиксатор, кладем держатель с абразивом на ровную поверхность, поворачиваем эксцентрик до соприкосновения окружности с плоскостью стола и фиксируем. Механизм позволяет компенсировать толщину абразива от 5,5 до 10,5 мм. Внутри фиксатора находится еще один фиксатор с подпружиненным шариком, чтобы во время настройки эксцентрик не выпадал. Если в эксцентрике нет необходимости, то можно работать без него. Заточка в линзу. Эта функция сейчас является хорошим тоном для профессиональной заточной системы, и наличие ее очень желательно. Отвинчиваем ручку фиксатора, вынимаем эксцентрик, переставляем фиксатор эксцентрика на другую сторону, вставляем эксцентрик во второе отверстие, расположенное под углом, или направляющую без эксцентрика, если он нам не нужен, и фиксируем. Угол 10 градусов не регулируется. Так как я говорил, что точилку можно брать с собой куда угодно, я постарался минимизировать возможность попадания внутрь грязи и влаги.
Практически все крепежи и даже подшипники в мачте из нержавеющей стали, в подшипниках резиновые уплотнения, а самое уязвимое место внутри корпуса, где располагаются пружины поворотного узла и упорный подшипник, закрыто заглушкой. Поэтому от случайного падения на землю ничего страшного не должно произойти. Но нужно понимать, что точилка – это все-таки точный прибор и требует соответствующего отношения. Бросать ее в зыбучие пески или использовать во время цунами нельзя. Итого. Точилка имеет длину 15,5 см, 20 см держатель абразива в сложном состоянии. Общий вес 350 грамм, помещается в карман, можно использовать дома, можно брать с собой, можно ронять в грязь. Все настройки манипуляции выполняются исключительно вручную, есть поворотный механизм, есть тонкая настройка угла с диапазоном от 16 до 25 градусов с индикацией 0,2 градуса, есть упор для работы на столе, есть специальное гнездо для крепления, можно использовать практически любые абразивы, есть механизм компенсации толщины абразива, можно точить с повышением угла, можно точить в линзу. Все необходимое для профессиональной заточки. Надеюсь, было интересно. Несколько штук сейчас есть в наличии, более подробно в описании. Обязательно пишите комментарии. Всего-всего.